То есть это будет передвижная выставка, которая будет работать в регионах. Естественно, в этом плане она немножко заточена под такой, ну, в хорошем смысле, пиар. И поэтому, естественно, если мы сейчас начнем говорить о папе римском, это как бы, да, это рядом уже, да, конвенция, это уже рядом иностранные агенты. Но действительно, Российская империя одна из первых в мире на законодательном уровне закрепила. Это как раз вот свобода вероисповедания, Екатерина II. Рекрутские наборы же были достаточно массовые. Это, конечно, не призыв, но тем не менее достаточно массовые. И с объявлением религиозной свободы как раз пошло переселение, заселение, в частности, при Черноморской губернии. И там были меннониты. Меннониты принципиально отказывались от службы в армии. И поэтому, вот в частности, это, конечно, было в очень урезанном виде, потому что для некоторых религиозных групп, скажем так, это было. Надо отметить, что тогда не было равенства людей, граждан России, перед законом. То есть с каждой отдельной конфессией, с каждой отдельной группой людей могли договариваться совершенно по-разному. Хочу вот сказать, что между вот этой графой и вот этой надо бы еще вписать 89-й год. В этом году наш президент Михаил Сергеевич Горбачев подписал международный документ, не помню точно, как он называется, но что-то о человеческих измерениях. По нему признавалось за гражданами нашей страны право отказываться по убеждению от военной службы. В том же году появился первый человек, который добился своего права через этот подписанный документ. Мы показываем, что альтернативная служба – это не что-то такое, придуманное недавно на Западе для развала России и ее армии. А это наша вполне традиция, наша местная. На самом деле мы продолжаем такую серию дискуссий, потому что это не лекция в этой аудитории, многие из которых сами прошли уже альтернативную гражданскую службу, как, например, Александр, да, и не понаслышке знает, что это такое, а многие те, кто долгое время занимаются помощью и поддержкой ее развития. И вот просто несколько слов для затравки этого обсуждения, для затравки дискуссии. Альтернативная гражданская служба – это компромисс. Те формы, которые она принимает в каждой стране, это компромисс между обязанностью по защите Отечества, которая есть в Конституции, и вот этой статьей 18 Всеобщей декларации прав человека, которая дает каждому человеку на земле право на свободу мысли, совести и религии. После завершения техникума я начал заниматься армией, поскольку я считал, что я не готов к прохождению, не хочу, в принципе, проходить военную службу. Я начал пытался узнать, как я могу освободиться от призыва, и узнал про альтернативную гражданскую службу. Начал заниматься этим вопросом. После подачи заявления мне отказали, и я подал в суд. Сейчас суд мне также отказал в замене, и я собираюсь продолжать дальше и пытаться добиться альтернативной гражданской службы для себя. В 2009 году я реализовал свое право на альтернативную гражданскую службу и был направлен на ее прохождение в 2010 году. И с тех пор я помогал разным призывникам реализовывать свое право на то, чтобы пройти службу на гражданке, да без оружия в руках. И со мной служили такие люди. Однако это было не всегда так легко, и до сих пор препятствий, препонов со стороны бюрократической машины достаточно большое количество. Ну, стоит сказать, что по большому счету альтернативная гражданская служба как институт, он становится каждый год все популярнее и популярнее. Буквально вчера я школу прав человека вела, и молодой человек пришел, он знает про альтернативную службу. Я спросила, откуда, он сказал, ну, собственно, из пространства, из интернет-пространства. То есть очевидно, что информация есть, и вот те мероприятия, которые сейчас проходят в городе, они, собственно, служат целью распространения дальнейшего информации, корректной информации о том, что такое альтернативная служба, что это тоже, в общем, защита Отечества, реализация, да, форма реализации права на защиту Отечества, обязанности по защите Отечества. А также о том, как она может быть полезна государству, обществу и, ну, в общем, всем нам, и как люди могут выбирать. Это тоже очень важно, когда у человека есть возможность выбора, и он может ей воспользоваться. Если государство примет решение о поддержке развития этого института, если
Это важно для нашей страны, а мы считаем, что это чрезвычайно важно, что он способен помогать решать внутренние проблемы нашей страны, помогать и пожилым, детям, и другим социальным службам решать и помогать в экологических задачах, то есть все возможности увеличить и ресурсы альтернативно служащих, и немножко еще либерализовать закон, чтобы эта служба развивалась. Альтернативная служба чем хороша, что она, во-первых, узаконена, и об этом можно говорить. Это никакой не криминал для органов власти, но она связана с огромным количеством проблем, на которые можно выходить. И вот одна из таких проблем, как миротворчество, это, я надеюсь, завтра мы это все еще более подробно пообсуждаем.